Они говорят, что единственной квалификацией является вера в процесс Рагануга Бхакти и вера в обретение Кришна Премы, а все остальное не важно, так ли это? They say that the only qualification is faith in the process of Raganuga Bhakti and faith in obtaining Krishna Prema, and the rest is not so important. Is it true? How you're going to get faith? Как ты сможешь обрести веру? We just read all of these quotes where this faith comes from. Faith comes by surrendering to and receiving the mercy of bona fide spiritual masters sent by Krishna. Мы только что читали эти все цитаты, которые говорят о том, что эта вера получается тогда, когда ты находишься в обществе святых личностей, и по милости их ты получаешь эту веру. So if one is really serious and intense about approaching Radha and Krishna in that way, then they will be very intense in their desire to follow the process and the procedures set up by Srila Rupa Goswami and the previous acharyas. You cannot bypass that. И поэтому эти личности, которые по-настоящему серьезны в том, чтобы приблизиться к Раде Кришны, будут очень интенсивны в своем желании пройти этот процесс, который указан Шрилой Рупой Госвами, постепенный, и они не будут ничего перепрыгивать. We cannot cheat the system. Мы не можем обмануть систему. It's a step-by-step system. Это шаг за шагом. And if one is very serious and sincere, then very quickly they can advance through that gradual process. И если человек искренен и серьезен, он очень быстро сможет пройти через этот процесс. But Prabhupada says, without surrendering to a bona fide spiritual master in disciplic succession, one cannot move even 1 inch in his spiritual life. Шрила Прабхупада говорит, что без предания истинному духовному учителю личность не может продвинуться даже на йоту в этом духовном пути. What to speak of finding faults and committing aparads and offenses against Krishna's parampara disciplic succession. You have absolutely no standing in spiritual life. Что ж говорить о том, что если ты на самом деле наносишь оскорбление вообще личности, которая является таким сокровенным слугой Рады и Кришны, и находишь в них еще недостатки, это означает, что у тебя вообще нет никакой основы в духовной жизни. So someone can sit there in his own mind and think he's very, very advanced, but he's in the greatest illusion possible. Кто-то может сидеть и в своем уме считать себя очень продвинутым, однако он находится в действительности в очень большой иллюзии. If one cannot recognize a bona fide spiritual master in disciplic succession and properly act and treat him, then one has not even understood the first steps in spiritual life. So what is the meaning of all the other talk about these higher rasas and leelas? It's all phantasmagoria. It's will-o'-the-wisp. Представьте себе, если человек, он считает себя продвинутым, преданным, но в то же самое время он не может узнать истинного преданного представителя Кришны, истинного духовного учителя, то и находит недостатки в нем, то это означает, что он даже не начал еще самые первые шаги, и все его воображения это просто-напросто цветок в небе, фантасмагория. So without following Srila Rupa Goswami and Srila Rupa Goswami's disciplic succession, or those acharyas from Rupa Goswami, there's no question of understanding or entering into Radha Krishna Leela. Поэтому, не следуя Шриле Рупе Госвами и его ученической преемственности, нету даже речи о том, чтобы войти в эти игры. This is the procedure. Вот такова процедура.